Всем привет! Я Марина и с вами Школа Сакрамел. В этом видео продолжение тонких, ломких ногтей, которые мы до этого укрепляли базой, а сегодня сделаем укрепление жестким файбергелем. Подписывайтесь на канал и включайте уведомления о новых публикациях. Поехали! Давайте посмотрим на ногти. Мы их выполняли в одном из предыдущих роликов, где я показывала, как укрепить тонкие от природы ногти при помощи базы для гель-лака. Многие в комментариях не давали им жизни, писали, что их хватит буквально на неделю, после чего они все поломаются, отслоятся и так далее. Что мы с вами видим? Ногтям чуть больше месяца, они отлично проносились и, что самое главное, не дали усадки. То есть материал нигде не просел, не образовались бугры и неровности, и все это благодаря жесткой базе. Но сегодня предлагаю выполнить другой вид укрепления твердым гелем. Давайте посмотрим вместе, что у нас из этого получится. Выполню снятие при помощи твердосплавной насадки. Снимаю покрытие до тонкого слоя базы. Посмотрим, если у меня не будет нигде отслоек, то полностью его снимать не нужно. На указательном с двух сторон появились трещины, поэтому сейчас я убираю полностью материал. Вижу, что трещина все-таки большая, практически до середины ногтя. Не будем рисковать, оставлять ее и ремонтировать. Проще полностью убрать свободный край и нарастить этот ноготь заново. Покрытие проносилось хорошо, без отслоек, даже несмотря на то, что это были тонкие перепиленные ногти. Поэтому очень важно правильно подбирать базу под тип ногтей клиента. На модели выполню укрепление ногтей гелем, при этом восстановлю ногти скрученные и те, что клюнули вниз. Перед укреплением подготавливаю ногти. Выполню маникюр. Зашлифую поверхность и нанесу все необходимые препараты. Отправляю в лампу на просушку на 30 секунд. Укрепление буду выполнять не совсем стандартным гелем. Это гель с файбер-волокнами, то есть со стекловолокном. У него очень интересная консистенция, он тянется из-за волокон. Кстати говоря, он наиболее подходит для тонких гнущихся ногтей. Стекловолокно будет выполнять функцию армирования, ноготки не будут изгибаться. Гель такой консистенции будет трудно выложить без опила, но мы все равно будем опиливать для того, чтобы поднять клюнувший носик. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Приглашаю присоединиться к обучению и получить доступ к базе знаний Школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов для новичков и опытных мастеров по цене одного. Для подробной информации переходите по ссылке, которую я оставлю в описании. До встречи на нашей онлайн-обучающей платформе. У среднего ногтя перекрученная арка, нет нижней параллели. Попробуем этим гелем вытянуть их. Набираю небольшое количество материала и просто промазываю ноготок. Наверняка вы обратили внимание, что я не придавала форму ногтям. Я это уже сделаю позже, когда буду опиливать смоделированный материал. Теперь набираю большее количество материала,
Ставлю на ноготочек и протягиваю на свободный край, который мне нужно будет поднять. Волокна тянутся за кисточкой, но очень интересный факт, когда я закончу выкладку, волокон практически не будет видно, как будто гель полностью поглощает и покрытие становится ровным. Объемным слоем выкладываю на кончик. Таким гелем я даже могу достроить нижние параллели, если они отсутствуют, или, например, залатать трещинку, если она есть у клиента. Отправляю в лампу на просушку. Такое укрепление с поднятием клюнувшего носика можно выполнять и акригелем, он не будет растекаться, будет держать высоту, но, возможно, будет более пластичен, в отличие от такого армирующего геля. Мизинец перекрученный, поэтому выкладываю больше материала с левой части ногтя, а выпиливать его буду ровно. Минусом такого материала является то, что волокна создают пузырики в покрытии, и их будет видно после опила. То есть необходимо выполнять только цветное покрытие. Если вы хотите френч, то навряд ли камуфлирующий материал их перекроет. На безымянном не выкладываю так много материала, потому что у нас был смоделирован с правильной архитектурой. Просто достраиваю у кутикулы и стягиваю на нет к свободному краю. Большой буду делать в два этапа. Промазываю кончик и большую каплю материала ставлю на свободный край, чтобы его поднять. Некоторые могут сказать, что проще полностью спилить ноготь, подставить форму и нарастить его заново, но поверьте, не каждый, даже опытный мастер, сможет быстро подставить форму на такой грифоидный, то есть вниз растущий ноготь. Потребуется долго вырезать форму, делать насечки, а такая коррекция занимает буквально несколько минут. Ставим в лампу на просушку. И вторым этапом достраиваю архитектуру. Снова промазываю ноготок тонким слоем. Промазываю я не просто так, а для того, чтобы материал быстро распределялся по поверхности. Для поднятия клюнувших ноготков я также люблю использовать камуфлирующий гель, желе, так как желе не растекается и чем-то в принципе напоминает консистенцию данный гель, но желе намного труднее разравнивается, и новичкам обычно сложнее с ним работать. Ставим лампу на просушку. Указательный пальчик наращиваю. Подставляю форму, выкладываю гель, формируя свободный край. Просушиваем, снимаю форму и достраиваю архитектуру. Снимаю липкий слой и приступаю к поверхностному опилу. Возьму пилку для искусственных ногтей и располагаю ее под ногтем, под свободным краем. Таким образом поднимается клюнувший носик. Далее опиливаю форму миндаль, как обычно. А теперь выравниваю нижние параллели, также заводя пилку под ноготь. Ну а теперь появилась толщина, которую нужно убрать сверху. С внутренней стороны мы видим образовавшуюся толщину, которую впоследствии мы выпилим насадкой. Но часть ногтя может остаться, это не критично.
Теперь переворачиваю руку и при помощи тонкой насадки, керамической или твердосплавной, выпиливаю натуральный ноготь, а точнее его часть. Если ноготь не отслаивается, то его можно оставить. Если вы знаете, что ногти ваших клиентов склонны к скручиванию, отслаиваются изнутри, вы можете его полностью выпилить, а внутреннюю поверхность покрыть тонким слоем базы или топа. Покроем ногти цветом. В качестве дизайна выполним небольшие звездочки белым гель-лаком. Ногти, на которых звездочки, мы покроем матовым топом, а остальные глянцевым. Вот наш результат. Если правильно подобрать базу для гель-лака, мы видим, она будет держаться превосходно. Так же, как и гель, но с гелем ногти будут смотреться более идеальными по архитектуре, потому что выполняется поверхностный опил. Напишите в комментариях, как вы считаете, что оптимально для этих ногтей. Выравнивание базы или укрепление жестким гелем. Буду ждать ваших ответов. Всем успехов в работе. Пока-пока!